Друзья, всем привет! Пока мы в преддверии нового обновления, я решил с вами поделиться о том, что же мне падало все-таки в рулетке. Вы сейчас можете видеть на своих экранах все мои прокруты, которые я делал. Скажу так, что эта рулетка все-таки выдалась не настолько крутой, как я планировал. Прошлая рулетка получилась у меня намного лучше, и награды я получил намного круче. Если вы не крутили рулетку, то, в принципе, ее надо было все-таки крутить, потому что камни сейчас выходят на какой-то такой космический уровень, да, они дают очень хороший буст вашим аккаунтам, с помощью которого вы можете пройти те главы, которые вы не проходили. Тем более, в грядущем обновлении вы все знаете, что нам добавят новые слоты и, соответственно, камней, вот этих драгоценных, надо будет намного больше. Кристаллы мы, в принципе, можем собирать как в PvP-режиме или в обычных дейликах. Так что с ними, в принципе, проблем никаких особо нет. А вот с самоцветами всегда проблемы будут, потому что, чтобы собрать максимально 10 уровень самоцвета, я что-то видел такого плана, надо около 3000 первого уровня. Ребят, это безумно много, так что, в принципе, вот рулетка может посопутствовать вам быстрому сбору. Что же мы могли получить в супершансе? В супершансе мы могли получить максимально это 6 уровень самоцвета. Вы только вдумайтесь, сразу 6 уровень, и вы сразу преодолеваете очень-очень большое количество камней, которые надо было бы собрать. А также, ребят, вы могли бы получить 4 уровень самоцветов, это тоже в супершансе, но если не брать супершанс, там максимальный, который вам мог бы упасть, это 5. Но шанс, наверное, там вообще мизерный, чтобы получить даже 5. Я вам поставил скорость видео намного быстрее, потому что если бы оно было стандартное, то видео бы затянулось минут на 17-20. Я прокручивал все 4 дня, сколько шла рулетка. Сейчас еще осталось небольшой промежуток времени до ее конца, но я крутил все 4 раза. Сколько суммарно я потратил кристаллов, ребят, вы не поверите, но в районе около 10 тысяч кристаллов я спустил на эту рулетку, и сейчас, да, у меня количество кристаллов стало намного меньше. Жаль, конечно, но я думаю, что в скором времени его соберу. Тем более, в принципе, кристаллы собираются очень и очень достойно. Единственное, что еще в рулетке было очень плохо, друзья, это то, что вам очень часто падало золото. Просто, вообще обидно, когда ты крутишь за 150 рулетку и тебе падает, например, 5000 золота, которые ты можешь свободно получить в обычной главе или в героической главе. Я уже не говорю про экспедицию, в которой происходит буст, колоссальный по золоту. Также за это время рулетки я потратил 500 энергии. Я всегда, ребят, докупал энергию, и я считаю, что это действительно оправдано, потому что когда вы докупаете энергию, вы быстренько можете либо слить это все в рейдах, либо сходить в какое-то мероприятие, либо просто пофармить тех же мобов или тех же боссов для фермы. И, соответственно, вам может также упасть яйцо. Я всегда покупаю первую покупку за энергию, получаю за 60 кристаллов 20 энергии, и потом после этого я еще и покупаю по 80. Таким образом, я тратил в день минимум еще 140 кристаллов на покупку энергию. Эти кристаллы, ребят, не шли в учет того, сколько я потратил на саму рулетку. Все основные траты в размере 10 тысяч, они ушли на рулетку. И тут, ребят, я психанул вообще так по-жесткому. Я думаю, в супершансе мне никогда не падает ничего хорошего. Максимум, что в супершансе я, по-моему, вытаскивал 4 уровень кристалла. И такой думаю, наверное, все-таки первый прокрут, он идет, меньше процентов, что ты получишь что-то хорошее. А если ты будешь дальше супершанс крутить, а я вам напомню, что вторая попытка 300 кристаллов стоит, третья 400, и четвертая и пятая стоит по 500 кристаллов. И я начал ее крутить. Вот вы видите это на своем экране. Я думал, что сейчас вот мне выпадет что-то действительно годное. Но как же я все-таки, ребят, разочаровался. По 50 сапфиров за 500 кристаллов или по 30 тысяч золота за 500 кристаллов, это очень больно на это все смотреть. Также вы видите, что мне иногда падали и осколки различные, но осколков тоже было очень и очень мало. И после того, как я психанул и потратил, извините меня, 2500 просто на супершанс, я понял, что этого делать, не стоит на самом деле. Даже учитывая то, что у меня очень много кристаллов, я больше этого делать не буду, потому что трата очень большая, по факту ничего мне толкового не выпало. Возможно, вам выпадало что-то хорошее, напишите об этом в комментариях обязательно, будет интересно почитать.
Ну и после этого я забил и только крутил обычные там попытки, да, по 50 кристаллов, по 70, по 100 и даже по 150. Ну и в принципе, если бы я крутил супер шансы чаще, да, то есть я, наверное, бы потратил не каких там 10 тысяч кристаллов, а, наверное, все 15 или 20. Потратил бы под ноль, но под ноль не хочется тратить, учитывая то, что сейчас выйдет новый герой, новое оружие. Возможно, я даже куплю там сундуки дьявола за 2600, чтобы получить новое оружие. Все-таки оно произвело на меня колоссальный фурор, и действительно очень сильно хочется получить его. Тем более сейчас очень ходит много слухов о том, что это будет способность оружия или это будет способность героя. Также напишите об этом в комментариях, что вы думаете. Я лично думаю, что это будет способность оружия. И в дальнейшем, когда нам будут добавлять оружие, то они тоже будут иметь какие-то способности. Есть большая вероятность того, что все оружия, которые у нас есть, тоже со временем добавят какие-то мегаспособности, чтобы как бы уравнять шанс всего орудия, то, что есть в игре. Остается не так много прокрутов, и да, я шел, ребят, целенаправленно за 100 прокрутов, чтобы получить все осколки Аквеи. Все-таки Аквею я еще не собрал, и очень сильно хочется ее собрать. Я вам напомню, чтобы получить Аквею бесплатно, надо собрать 50 осколков этого героя. Собирается это очень долго, друзья, так что я подумал, что 10 камней Аквеи, да, 10 осколков Аквеи все-таки мне пригодятся, и решил идти до 100. И это последний день прокрутов, ребят. После того, как я потратил 500 энергии, после того, как я потратил все бесплатные попытки, я начал докручивать. Это последний день, когда я крутил, и в принципе тоже, особо толкового мне ничего не падало в последний день. Я все-таки надеялся, что будут какие-то хорошие камни, но, к сожалению. Зато я знал, что я 100%, когда прокручу 100-й раз, я получу 5 осколков Аквеи, и, соответственно, я получу еще и камень 5 уровня. Так что, в принципе, окей, рулетка не сильно хорошая для меня выдалась, но награды, в принципе, приятные. У меня получилось прокачать много камней до 6 уровня. К сожалению, ни одного камня я еще не сделал с 7, но я думаю, что это совсем скоро, ребят, будет исправлено. Итак, на ваших экранах последние прокруты, и сейчас я буду, ребят, забирать все награды, которые были в этих сундучках. Давайте смотреть, что мне выпадет. Итак, давайте первый сундучок открываем. Обычный, 2 уровень, 3, 4 и 5. И теперь, друзья, для вас табличка с тем, что же все-таки мне упало и сколько я потратил кристаллов. В итоге потрачено 9420 кристаллов, и вы видите, что мне нападало. Не густо, конечно, но, тем не менее, довольно-таки нормально сойдет, в принципе. Ну что ж, ребят, таким получился ролик, такой получился результат моей рулетки. Я надеюсь, что вам этот ролик понравился. Оставляйте обязательно свои комментарии, пишите. Я всегда на все комментарии отвечаю. Также подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, и до скорых встреч. Пока-пока.